Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена. И сегодня мы такой узнаем, в чем тебя ждет сюрприз. Вот сюрприз прям ждет вот скоро-скоро, в течение самой большой 30 дней. Кто в какое время будет смотреть, того и будет ожидать сюрприз. Кого-то прям сразу, кого-то позже. Но сюрприз будет, и мы увидим, в чем этот сюрприз, и еще на маятнике проверим. А Вивьена — это ясновидящая, а не гадалка-раскладка, книжечка-раскладка. Я читаю информацию, которая подается свыше, по потоку, с информационного поля. Заходите в мои все разные социальные сети, и в ТикТок, и в Дзен, и в Инстаграм, и на другой канал, где мы говорим о наших замечательных, хороших. А также я даю разные ритуалы, а много ритуалов и много методик я даю в Телеграме. Заходите в Телеграм, все ссылки там. А ко мне можно записаться по данному номеру, плюс потом все цифры. На расклады, как вы нравится вам. А я говорю, что это предсказание на будущее, и достаточно с точностью оно излагается, если вы не нарушаете то, что вам говорят. А также на чистке Вивьена еще и регрессолог. Ну, а теперь мы будем смотреть. Успокоились, все успокоились, потому что мы ждем какой сюрприз. Ну, сколько ж можно слез-то лить? И сюрпризиться надо, и сюрпризиться надо. Я буду смотреть 3 вытаскивать. Это оракулы Нострадамуса. 1 сюрприз. 2 сюрприз. И 3 сюрприз. Так, я отодвину эту свечку, чтобы она не мешала. И будем смотреть, какой сюрприз в ближайшее время. Будем смотреть, с чем он связан. Так, здесь интересный сюрприз. Здесь будет победа над какими-то недоброжелателями. Ваша звезда, она горит восьмиконечная. Восьмиконечная звезда, она говорит о том, что у вас есть всякие различные способности. Ну, может быть, кто-то не хочет их принимать, потому что, когда есть способности и таланты, надо же много трудиться. Здесь идет, что вам идет такой сюрприз, что вы победите каких-то врагов, и высшие силы вам дадут об этом какой-то знак. Давайте посмотрим, о чем вы узнаете. То есть сюрприз будет такой, что вы победите каких-то врагов или какую-то ситуацию. Будем смотреть так. Маятник, скажи, расскажи. Действительно, здесь идет ситуация, что здесь будет победа над врагами. Если да, то на меня. Если нет, то по горизонтали. Да. Здесь будет победа над врагами. И скажи, пожалуйста, маятник, здесь действительно высшие силы и ангелы, и силы, которые стоят за этим человеком, силы, которые ему помогают, действительно помогут? О, тут действительно силы из другого порядка пошли. Так, темные силы веяли над нами, отошли. Действительно, здесь ангелы и другие духи, добрые духи, которые над вами стоят, по роду у кого какие, у каждого свои, вам действительно будут помогать. И сейчас посмотрим. Здесь идет, что вы какую-то ситуацию выиграете. У кого-то суд, у кого-то еще что-то. Каждый пишите в комментариях, что у вас. Да, вы думали, что все, наверное, не получится, а получится просто сдвинуть эту стену. И это очень близкое приближение. Будут 2 человека около вас, которые вам помогут эту силу отодвинуть. Возможно, это именно те, которые свыше стоят над вами. Давайте смотреть дальше, какой сюрприз еще ждет. Ну, у кого-то придет ваш любимый орелик. Орелик. Кому-то придет орел, мужчина. Это всегда олицетворение силы и какого-то такого очень сильного начала, большой жизненной силы, вечной какой-то силы. Это орел. Орел, он всегда это означает, который летит очень высоко и видит очень-очень далеко. Сейчас посмотрим еще, что у нас орел этот
олицетворяет, очень часто это бывает жених, как вы любите, мужчина или просто мужчина на пороге. И самое главное, какой у вас будет сюрприз, да, мужчина. Но этот мужчина будет не просто мужчина, который вам покажет ваши же достоинства. Вы как будто себя вот перестали любить. Кто-то скажет, ой, я толстый, живот большой, другой, ой, я такая тощая, похожа уже просто на шкелет. А этот мужчина придет и представит вам все ваши достоинства. Это будет щедрый человек, великодушный, который... Вот которому действительно нужно такое применение женское. А у него действительно очень благородная душа у этого человека. Давайте посмотрим, действительно, это может быть новый человек, это может быть ваш какой-то, тут не сказано. Тут сказано, что придет орелик. Может быть, это ваш начальник будет благородной души. А может, ваш дедушка или ваш папа. То есть у каждого свой, но это орел, а у кого-то действительно придет орел в жизнь. Да, здесь идет, что идет. Это мужчина? Маятник. Это мужчина? Это мужчина. Скажи, маятник. Спасибо. Скажи, маятник. Этот мужчина принесет в жизнь, тот, кто смотрит меня, счастье и радость? Маятник, отвечай. Так, мужчина, который прошел что-то. Мужчина-то придет. Ну, почему-то спрашиваю, счастье и радость, а идет сначала, что мужчина прошел Крым и Рым. Очень будет тяжело как-то входить в ваше поле, в ваше окружение. И да, действительно, мужчина, который пережил чего-то, перья ему повыдергивали в каких-то схватках. Да, он придет для счастья, для радости. Человек, может быть, это даже кто-то у кого-то военный или что-то с военными связано, с формой. Но здесь действительно человек не продал свою душу, человек вышел с добрым сердцем. Здесь человек действительно... Это сюрприз. Вот знаете, это сюрприз. Не прозевайте. Сюрприз можно так, отвернулся, другой схватил. Это как подарочки на Новый год. Кто вперед, тот у Деда Мороза машинку заберет. А кто зевал, тот только резиночку от шарика оторвал. И третий сюрприз. А третий сюрприз здесь идет, кто какие-то болезни были, тут 100% выздоровление идет, или идет на поправку, или находят какой диагноз, и вы сможете уже восстанавливать свое здоровье. Здесь идет третий. А у других идет, что здесь идет еще плюс много-много листочков, и укоренится что-то. То есть какая-то должность или труд какой-то, за который вы получите определенные деньги. Да? Да, вот то, что вы чего-то ждали, и вот вы дождались. У кого-то это будет именно со здоровьем, а у кого-то это будет... Опять это же карта. У вас тут 2 защитника стоит. А у кого-то это будет действительно приобретение какое-то. Действительно, вот невеста – это когда чистота, когда радость. Вот почему я эти карты взяла? Да, здесь идут единомышленники. У кого-то это получение денег, а у кого-то идет прям четко здоровье, доктор и пациент в одной упряжке. И выздоровление. И тут еще, знаете, что вам говорится? Не вступайте ни в какие конфликты, даже если вы считаете, что вам говорят не то, что вы хотите, и вам не нравится, даже если диагноз вам ставит доктор. А вы промолчите, сделайте так, как надо, еще к другому доктору сходите. Главное, не перечьте, что вы такие умные. Потому что, когда мы говорим, что мы такие умные, нам потом по макушке хорошо надавакивают. Что тут идет? Что да, здесь действительно... Здесь идет от здоровья, прям вот в одном. У кого-то даже беременность долгожданная. Ну, тут тоже считайте здоровье. А если мы посмотрим, если у кого-то идет действительно, прям двоится здоровье и деньги. Вот как так, не знаю. Сюрприз такой. А если денежный, то есть денежный сюрприз, то здесь нужно за деньгами в большую дорогу собираться. Здесь нужно или чем-то рискнуть. Может быть, и не в дорогу, а рискнуть. То есть будет 2 предложения, нужно рискнуть. И вот этот риск, он оправдает себя. Да, но это здесь делать надо одному.
То есть не в колхозом целым, совхозом, а именно как-то одному, и обдумывать надо одному. И тогда вам открываются пути дороги в этот великий свет. В свет, который полон материальных благ. Но здесь трудности идут. Вот у кого идет со здоровьем, здесь идет как-то более благоприятственно. Так, мы здесь не смотрели на маятники. Сейчас я это заберу, чтобы не крутилось, а это сюда. Так, давайте посмотрим все-таки, что точно он говорит, потому что что такое предсказание? Хроники Акаши. Тысячи, миллионы всяких направлений. Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, голову потеряешь. Прямо пойдешь, нужду найдешь. Назад пойдешь, старое счастье найдешь. То есть, понимаете, то есть куда пойдете, туда и получите. Ну, а теперь смотрим на маятники. Сейчас мне неудобно держать. Вот, знаете, его нужно вот так вот закрепить. И на локте держится рука, чтобы не шевелилась. Маятник, скажи. Сюрприз у людей, которые смотрят данное видео, идет по здоровью. Все-таки больше, видите, он говорит, что... Нет, он говорит, больше не по здоровью. Хотя я увидела здоровье. Мне там тоже передали. Значит, по здоровью идет меньшее количество человек. То есть процентов 20-15. Остальные идут на какую-то прибавку материальную, шелестящимися бумажками, пахнущими. Тут вот господа из Центробанка кое-что придумали, чтобы нам вообще совсем не дыхать, не перкать и не ёркать в великой стране Гудвинов и заменителей зеленых изумрудов, где в очках зеленых все ходят. Так, давайте так смотреть. Этот сюрприз, маятник, скажи, это материальные блага, деньги, должность, то есть какое-то материальные блага, которые дает. Да, маятник говорит, что это все-таки материальные блага. Этот сюрприз – это шуршащие, очень вкусно пахнущие бумажки, на которые можно приобрести все то, чего вы желаете. Вот такие у нас были сегодня интересные сюрпризы. А если вместе объединить, то, вот смотрите, если объединить 3 карты вместе, как только вы прекратите мстить и дуться врагов, просто вы их отстраните, и высшие силы вам в этом помогут. И больше вы их не подпустите вот этими колючками к себе рядом. Я в Телеграме вам всегда говорю, как нужно ставить утром защиту и защищаться от всякой мразности, которая мешает жить. И тогда сразу появляется спаситель, настоящий орел, победитель в разных конфигурациях, и который тоже поможет вам приобрести радость и счастье этой жизни. А в этой жизни материальные блага очень много занимают место, потому что без этих бумажек мы не можем пока ничего. И это дает очень большую радость. Эти листья, которые шуршат, и их много-много-много, представляете это. Вот такой у нас изумительный был сегодня расклад и предсказания, и на маятнике тоже. Всем благ, радости, счастья. Пишите в комментариях. Да будет так. Радость, свет и доброта. И, пожалуйста, лично мои контакты здесь и в описании. А ссылка на Телеграм внизу. Пожалуйста, записывайтесь на расклады.